Все маги связаны с одной из трех известных традиций. Маги Атлантиды, созданные цивилизацией асуров, уже ушли в Магонию. В настоящее время мы имеем дело с учениками их учеников. Каждая традиция имеет свой способ продления жизни, связанный с накоплением опыта. Например, в традиции шаманов, ванская северная традиция, есть технология быстрого перерождения, без потери памяти. Умерший шаман вселяется в бубен-барабан, который передают молодому шаману-преемнику, а старый шаман, дух которого обитает в бубне, ожидает возможности воплотиться. Он воплощается, родившись в качестве ребенка этого молодого шамана, и быстро восстанавливает свое сознание. В традиции лемурийцев есть технология оживления умерших, которая позволяет магам продлевать жизнь и сохранять сознание. Часто сознание старого мага Вуду вселяют в оживленное тело человека, умершего молодым. Маги, связанные с традицией асуров, выполняют практику сборки личности, которая позволяет им обрести полное сознание, способность к восстановлению сознания при последующих перерождениях. Таким образом, в каждой из трех известных магических традиций есть своя технология обретения бессмертия. Она связана не с продлением существования тела, а с сохранением информации сознания, с сохранением личности. Такая система позволяет личности накапливать опыт, информацию и постоянно развиваться. Обычный человек каждое новое воплощение начинает все сначала. Развитие его сознания полностью зависит от социума, в котором он воплотился. Чем выше уровень развития социума, тем больше информации он накапливает. Скорость развития личности зависит от возможности получения информации, поскольку личность представляет собой информационную структуру. Чем выше уровень сознания личности, тем больше информации требуется для дальнейшего развития. То есть развивающаяся личность нуждается в цивилизации. Чем выше уровень развития цивилизации, тем выше уровень культуры, объем накопленной информации. Уровень технологии определяет скорость коммуникации и доступность информации. Например, чтение книг занимает гораздо больше времени, чем просмотр видеосистем. Получение новостей через СМИ гораздо более эффективно, чем самостоятельный сбор. С развитием системы коммуникации мир уменьшился и стал более доступным. Новости из разных мест Земли быстро достигают любой точки. Накопленные знания излагаются в более понятном виде. Множество специалистов, читающих книги, делают выжимку из полученной информации и записывают ее в форме, доступной для быстрого потребления. Однако на определенном уровне развития сознания каста магов появляются новые способы получения информации. Маги формируют плотное ментальное тело, в религиях душа, способная покидать физическое тело и путешествовать самостоятельно. Практика сатори. Такая способность дает возможность потреблять информацию напрямую. Маг, покинувший тело, способен получать новый опыт, реализуемый за счет прямого взаимодействия сознания с информацией. Такой опыт прямого получения информации практикует любой человек, видящий сны. Эта способность возникает на определенном уровне развития сознания. У обычных людей ментальное тело подобно облаку. Оно может покидать физическое тело на очень ограниченное время. Кроме того, полученный опыт может быть не только положительным. Некоторые люди просыпаются больными, хотя ложатся в постель здоровыми. Во сне ментальное тело обычного человека перемещается случайным образом, и полученный опыт носит довольно произвольный характер. На определенном уровне эволюции личности сновидения становятся управляемыми. Можно осмысленно перемещать свое ментальное тело и получать некий желаемый опыт. Это называется осознанное сновидение, ОС. В ходе ОС маги могут создать очень плотное тело, близкое по плотности к физическому телу сновидения. Оно позволяет им демонстрировать чудеса, поскольку они могут управлять его весом и плотностью. Практики ОС позволяют магам уплотнить ментальное тело. Есть много практик, связанных с возможностью работать ментальным телом. В момент взаимодействия с внешним миром в ментальном теле формируются структуры, которые называются ментальными профилями. Они аналогичны органам физического тела. Каждый сформированный ментальный профиль имеет свое предназначение и отвечает за свою функцию. Он дает человеку особую способность, именуемую ситха. Ситхи можно разделить на активные и пассивные. Пассивные подобны работе органов чувств, а активные аналогичны возможностям нашего тела совершать действия. Ходить, перемещаться, брать что-либо, перемещать предметы. С пассивными профилями связано магическое видение. Его можно описать так.
Вся поверхность тела амебы чувствительная. В процессе эволюции у высших организмов чувствительная поверхность сократилась и возникли органы чувств, зоны, специализированные на приеме информации в разных частотных диапазонах. При выходе за пределы физического тела в ментальном теле внешнее излучение поглощается всей поверхностью тела. В процессе набора опыта в ментальном теле формируются профили, аналогичные органам зрения, слуха, обоняния и другим, существующим на уровне физического тела. Магическое видение представляет собой аналог обычных органов чувств, однако работает в другом частотном диапазоне. Подобно тому, как амеба формирует ложноножки, ментальное тело способно сформировать конечности, с помощью которых можно выполнять работу. Ментальное тело можно представить как скафандр, состоящий из множества систем. В отличие от физического тела, которое мы получаем при рождении, ментальное строится в течение многих воплощений. Все магические практики, виды магии можно свести к формированию ментального тела. В итоге этой практики сатори ментальное тело оказывается полностью сформированным. На следующем этапе начинается его настройка и отладка. Этап состояния называется самадхи. В этом состоянии, на этом этапе, происходит подготовка к переходу на следующий энергетический уровень планеты – магония. Описать суть магонии можно с помощью планетарной модели атома. Представьте ядро атома, вокруг которого вращаются электроны. Траектория движения электронов, форма электронного облака может быть представлена в виде различных геометрических фигур. Например, сферы, гантели и так далее. При этом разные формы электронных облаков соответствуют различному количеству энергии электрона. Получив дополнительную порцию энергии, электрон исчезает со своей орбиты и появляется на другой, имеющей иную форму – явление квантовой телепортации. В модели звездолет пассажир, зачисленный в команду, исчезает из салона для пассажиров и появляется в служебных помещениях для экипажа, переодетый в форму членов экипажа. Магония представляет собой область обитания магов, богов, из которой происходит управление всеми процессами, происходящими на планете. Для перехода в магонию ментальное тело должно быть полностью сформировано и настроено. Кроме того, переход в религиях Вознесения требует накопления большого количества энергии. Процесс Вознесения можно сравнить с выводом на орбиту Земли искусственных спутников. При этом сгорают топливо и сами разгонные блоки. По аналогии, при переходе мага третьего уровня в магонию, четвертый уровень магии, физическое тело мага выполняет роль разгонного блока космического корабля и сгорает, превращается в чистый свет. На третьем уровне магии настраивается ментальное тело и накапливается энергия, необходимая для перехода. На этой стадии развития сознания ментальное тело мага выходит за пределы физического. Физическое же консервируется и используется для накопления энергии. Это состояние можно назвать глубоким торможением, гибернацией. В таком состоянии самадхи маг может существовать, жить тысячи лет. Можно представить каких-либо древних магов, являющихся представителями древних нечеловеческих рас, физические тела которых спрятаны в недоступных пещерах. Для людей, находящихся в состоянии самадхи, большую проблему представляет сохранение физического тела. Естественно, что древние технологические цивилизации должны были разработать для этого некие устройства. Действительно, подобные устройства были найдены. Это разного размера капсулы из камня и древесины, предназначенные для длительного сохранения тел. Интересно, что большая часть этих капсул была найдена пустой, то есть их обитатели успели совершить переход. Аналогичные капсулы были найдены на дне океана, морей или даже озер. Есть сообщения об обнаружении капсул в глубоких шахтах. Существуют сведения о том, что египетские мумии в первоначальном древнем варианте представляли собой способ сохранения тел магов, богов, находящихся в состоянии самадхи. Так некоторые культовые комплексы указываются в качестве места захоронения богов, что не вяжется с положением о бессмертии богов. Однако, если рассмотреть богов как людей, находящихся в состоянии самадхи, то, конечно, их физическое тело должно быть где-то спрятано. С другой стороны, маг самадхи нуждается в ментальной энергии, которую он накапливает для перехода. Такую энергию производят только люди, причем с ростом касты эта энергия количественно возрастает. Можно представить процесс возникновения религий, веры в богов, как искусственный и направленный на удовлетворение потребностей людей самадхи. Есть точки, в которых находятся храмы, коллекторы ментальной энергии, куда приходят люди, чтобы обратиться с просьбами к духам, нематериальным сущностям.
И при смене религии сами точки нахождения храмов практически не меняют положение. Можно представить глубинное положение капсулы с телом мага Самадхи, над которым построен коллектор, предназначенный для сбора ментальной энергии. Сам маг Самадхи существует в ментальном теле и входит в контакт с прихожанами храма. Выполняя отдельные просьбы людей, совершая чудеса, он поддерживает репутацию своего храма как место, где происходят чудеса. Это привлекает молящихся. Некоторые популярные культы языческого мира богов в монотеистическом мире святых имеют поклонников в разных странах, что позволяет создавать целые системы храмов, коллекторов, привязанных к одному и тому же культу. Есть традиция молиться на могилах святых, но главным признаком святости изначально считалось наличие святых светящихся мощей нетленных физических тел. Однако такое неразлагающееся законсервированное тело и является признаком мага Самадхи. У магов, практикующих сатари, временный выход ментального тела, есть практики затворничества. В ходе таких практик маги второго уровня тормозят жизнедеятельность своих физических тел и путешествуют в ментальном. Эти упражнения сопровождаются омоложением и лечением физического тела. В норме сознание использует физическое тело как всадник лошадь. В этом случае, если сознание превращается в пешехода, лошадь может восстановить свои силы. Работа сознания, умственная, потребляет гораздо больше энергии, чем физическая работа тела. Поэтому в режиме отсутствия сознания ментальный выход тела восстанавливается. Эта практика используется в разных традициях, но наиболее известна практика индийских йогинов. Мастера этой традиции с помощью своих учеников захораниваются в землю на несколько недель. При этом тело заворачивают в циновку и все отверстия заливают воском. Эти меры предпринимаются ввиду того, что нет специальных капсул, которые использовались древними. В нескольких случаях обнаружения капсул в России, когда были найдены тела, капсулы были изготовлены из дерева с использованием особой технологии. Все волокна древесины были перекручены, что придавало ей особую прочность. Сами же тела плавали в желтоватой жидкости биологического происхождения и имели свежий вид. Иногда людям, вскрывшим капсулы, казалось, что тела начали пробуждаться. Считается, что пробуждающимся людям самадхи необходимо быстро восполнить дефицит массы, поэтому легенды об оживающих мертвецах, набрасывающихся на живых, возможно, имеют под собой основу. Отмечались исчезновения людей в тех местах, где находились капсулы.